Максим, привет. Привет, Артур. Сегодня 25 сентября, время московское 15:00. Мы записываем очередной выпуск. Сегодня у нас необычная тема, нетипичная, во всяком случае, для нас пока что. Мы обсудим благотворительность, попробуем в ней разобраться, а, так как хотели бы сами немножко приоткрыть для себя, наверное, этот мир. Я за себя могу сказать, пробовал, пробовал я всегда что-то узнать, никогда толком не получалось, эпизодически что-то делал, но никакой системы в этом не было. Поэтому сегодня попробуем чуть более глубоко разобраться в этой теме, и, возможно, для кого-то из наших слушателей и зрителей это тоже будет полезно. Взаимно. Я тоже могу сказать, что тема благотворительности, естественно, была интересна в плане кому-то помочь, еще что-то. Но вот сегодня мы так подготовили, да, что у Артура больше материальная сторона, у меня больше такая, ну, наверное, духовная. И в том, и в другом, чтобы разобраться самому, всегда требовалось время. То есть даже куда там помочь, это требуется однозначно времени, поиск информации, проверка и так далее. А зачем это вообще нужно, вот эти все вопросы и ответы на них, это тоже еще больше там работы над собой и так далее. Поэтому этот выпуск, ну, как и все, наверное, выпуски, но вот этот конкретный выпуск, поскольку он не по поводу последних новостей, а по поводу таких, скорее, общественных явлений, как благотворительность, он нам э, помогает так же, как и нашим зрителям, я надеюсь, для самих себя вообще разобраться, а что такое благотворительность, зачем ей люди занимаются, что их побуждает, и если вы решили заниматься этим, то какие возможные направления, да, как вот, как это можно применить, значит, куда направить там деньги, кому помочь и так далее. Мы никаким фондом там рекламу делать не собираемся, хотя какие-то будем, естественно, сегодня Да. упоминать в ролике, но это просто потому, что мы их нашли, мы поняли, что там, по нашему мнению, они могут быть для вас полезными, они там известны и так далее. Вот. Но мы с ними там принципиально никак не связаны, и рекламу и деньги от них не брали. Да, но давай, прежде чем начнем, тогда скажем нашим гостям, нашим зрителям, что мы уже пятый выпуск записываем. У нас есть соцсети, хотим напомнить о них. Видео можно посмотреть на наших площадках в ВК-видео, Рутюбе, Ютубе и платформе. Звук, если кому-то удобнее слушать, а не смотреть, на площадках с подкастами, это Apple подкасты, также ВК и Яндекс Музыка. Также у нас есть телеграм-канал. Все эти ссылки мы размещаем в описании, да, к видео. Мы размещаем, да, на некоторых каналах позволяют размещать прямо в видео, на некоторых нет, потому что у нас новые каналы, там ну, нужно пройти модерацию. Но в описаниях канала, я думаю, есть на всех площадках все возможные ссылки. Ну и в Телеграме есть вообще все ссылки на все площадки. Да, подписывайтесь на нас в удобных для вас соцсетях, слушайте нас. Если понравились, ставьте лайки. Если есть какие-то комментарии и вопросы, то обязательно пишите. В телеграм-канале, например, у нас создан специальный чат для подписчиков. Подписчиков пока мало, потому что, ну, мы только начинаем, развиваемся естественным образом, хотим сами разбираться в каких-то вопросах и проблемах, и, может быть, помогать чуть лучше эти проблемы узнавать вам, наши дорогие подписчики. Поэтому поддержите нас всеми доступными способами. Я имею в виду лайки, комментарии и подписки. Мы будем очень рады, для нас это важно. Ну, конечно, это мотивация. И я думаю, что у нас получается на самом деле с тобой везде вот эта такая линия, да, что мы не хотим выступать в роли таких учителей, менторов. Мы сами во всем пробуем разобраться, как в этой жизни пробуем разобраться, в разных вопросах ее пробуем разобраться. И вот в телеграм-канале, как ты уже сказал, есть чат, то есть мы с радостью воспримем, если наши зрители, подписчики будут в этот чат писать, делиться своими мнениями, впечатлениями, вступать в дискуссии. Мы с удовольствием это все поддержим. Ну, в общем, мы за общение. Да, да, именно так. Ну и в продолжении этой темы ты сказал, что мы пытаемся сами разобраться в каких-то вещах. Вот попытались мы сегодня разобраться с темой
Я думаю, что это тема на цикл лекций, да, или Хм. программ. Конечно, мы за час времени очень поверхностно это сможем рассказать, да и не было у нас такой цели копать очень глубоко, но даже ту информацию, которую, ну, например, я получил, готовясь к сегодняшнему выпуску, достаточно для того, чтобы начать как минимум заниматься благотворительностью. Я скажу про себя. Можно сказать, что я не занимаюсь благотворительностью, не занимался. То есть были, да, какие-то эпизодические, наверное, как у многих, позывы что-то делать, что-то смотрел, читал, искал, кому-то помогал, а потом, естественно, там бросал, перегорев. Я помню, мы покупали какие-то новогодние подарочные наборы для дома престарелых. Мы даже ездили в детский дом, помогали сотрудникам детского дома общаться с детьми, там гулять с ними, как-то их социализировать. Мы помогали бездомным. Но это было все такое, я даже это не хвастовство, в смысле, что это в обратную сторону, то есть я себя за это похвалить абсолютно никак не могу, потому что это были единичные случаи, и все. А благотворительность, как я узнал из подготовки к сегодняшнему выпуску, это дело скорее системное, чем эпизодическое. И самое плохое, ну, может, не самое плохое, но не очень эффективно, как минимум, помогать кому-то, может быть, даже очень сильно и много, при этом потом не делать это оставшиеся месяцы там, или годы в жизни. Гораздо эффективнее было бы, об этом я немножко с цифрами вернусь во второй, наверное, половине ролика, но гораздо эффективнее жертвовать систематически по 100 рублей, даже по 100 рублей. Это огромные цифры. Я приведу статистику какой-нибудь понравившейся благотворительной организации. Что такое 100 рублей? Это, извини, да, последнее там добавлю, это подписка там какой-нибудь Яндекс Музыки, не знаю, или какой-то Ну да, сейчас а, подписки даже дороже стоят. платформы, да, они стоят там 100, 200, 300 рублей, я имею в виду там самые там базовые какие-то Да-да-да. вещи. И это абсолютно никак, ну, то есть что такое 100 рублей, сделали и забыли. Но даже такие суммы, они накопительным эффектом для благотворительных организаций могут свернуть горы и дать очень большой эффект. Слушай, это здорово, что мы с тобой, не сговариваясь, пришли к похожим выводам. Ну, мы прям, чтобы вы понимали, да, мы текст прям слово в слово, естественно, не сверяем перед выпуском. Мы так примерно узнаем, кто что будет говорить, структуру составляем, но не проверяем там досконально все друг у друга. Э, Так и было бы и неинтереснее беседовать потом в студии. Вот. Э, У нас сегодня будет так, что Артур вот больше, как я уже сказал, про материальное, я больше про духовное. Круто, что мы уже понимаем, что выводы будут похожими. В целом, вот этот подход такой, да, ну, то есть материализм говорит о том, что бытие определяет сознание, теизм говорит о том, что сознание определяет бытие. У нас такая тема сегодня, когда одно неразрывно связано с другим. Мгм. Здорово, что выводы одинаковые. Э, Я думаю, что тогда можно начать вот значит, с того, как именно двигаться, да, то есть с материального. Мгм. Дальше я Да. буду дополнять духовного. Да, давай. Что я сделал, я тогда объясню на своем примере. Я решил узнать, как вообще можно, какими способами, с помощью каких организаций или самостоятельно, где искать тех людей, кто нуждается в какой-то помощи, и как вообще к этому вопросу, так скажем, подступиться. Нашел рейтинг фандрайзинговых, благотворительных, некоммерческих организаций. Что такое фандрайзинговых? Это тех организаций, которые собирают, ну, условно, в складчину деньги, ну, вот то, как мы понимаем это, потому что есть корпоративные, например, фонды, где деньги либо одного участника, там какого-нибудь олигарха, либо Мгм. компании. Есть, например, корпоративные благотворительные НКО и Татнефти, и ВТБ, и Софмар Гуцериева, и фонд Потанина, есть фонд Тимченко, фонд Лукойла и многие-многие другие. Есть рейтинги с топ-20 этих фондов, где там суммы сопоставимые со всем
остальным спектром фандрайзинговых благотворительных НКО, но они живут абсолютно синхронно и естественно вместе, дополняя друг друга. То есть одни фонды, наверное, помогают одним, другие другим. И сейчас, ну и вообще в нашем мире так много нуждающихся разных, что я думаю, что хватит работы здесь всем благотворительным организациям. Так вот, есть рейтинг фандрайзинговых благотворительных НКО от рейтингового агентства RAEX. RAEX — это российское кредитное рейтинговое агентство, крупнейшее рейтинговое агентство в области некредитных рейтингов. Они рейтингуют всех, кроме там банковских и разных микрофинансовых организаций. Они существуют с 1995 года. Там можно найти рейтинг чего угодно. Вот я взял самый последний рейтинг фандрайзинговых НКО и посмотрел список. Там всего 619 благотворительных фандрайзинговых организаций в их рейтинге России. Интересно, что совокупный объем поступлений за 2022 год, это последние статистические данные, которые есть именно в РАЭКСе, наверное, где-то можно посмотреть 23 год, но для понимания процесса и сути достаточно 22-го. Так вот, объем поступлений за 2022 год во все фонды фандрайзинговые составляет примерно 43 миллиарда рублей, чуть больше. 43 миллиарда рублей собрали все 619 фондов вместе взятых. Например, 20 крупнейших корпоративных фондов, про которые я говорил, Татнефть, Лукойл, Потанин, там, Тимченко, все наши крупные бизнесмены, у них у каждого есть свой фонд, он либо связан с их компанией, либо, скорее всего, с их личными, в том числе, деньгами. Так вот, 20 крупнейших из них собрали 42 миллиарда рублей, то есть цифры сопоставимые. 43 — это весь фандрайзинг, и 42 — топ-20 корпоративные. Ну, наверное, если взять все корпоративные, то там будет больше, чем 42, но порядок цифр примерно понятен. Надо заметить, что сами НКО, что такое вообще НКО? НКО — это некоммерческая организация. Она регулируется федеральным законом о некоммерческих организациях. Этот закон от 12 января 1996 года. Они сдают отчетность, они подконтрольны всем государственным органам. И я думаю, что беспокоиться за то, что какое-то НКО, работающее внутри нашей страны и собирающее пожертвования, как-то неправильно ими распорядиться, ну, наверное, есть такой риск, он всегда есть, но это в рамках уже уголовных каких-то дел должно решаться. И очевидно, что вероятность этого не такая большая. То есть можно смело доверять крупнейшим фондам. Они все публичные, у них у всех отчетность выложена, их регулирует государство, а фонды эти регулируются сами федеральными законами. У них в основном есть какие-то публичные люди, которые поддерживают и пиарят этот фонд. Ну, то есть, мне кажется, это залог качества. И если выбирать, там, в какой фонд все-таки там, инвестировать, да, и вкладываться, помогать людям, то я чуть позже скажу про там, крупнейшие, самые известные из них, но они все на слуху, я все их знаю, они все рекламируются, они все собирают большие суммы и тратят большие суммы, то есть там есть статистика по сборам, есть статистика по тратам. Ну, в основном фонд сколько собрал, столько и потратил. Ну, очевидно, что здесь в данном бизнесе, если это можно так назвать, много денег не бывает. Чем больше соберут, тем большему количеству там, детей, инвалидов или просто нуждающимся помогут. Поэтому, если так в целом сказать, вот что для меня важно, как вообще, куда смотреть, где они есть, все эти списки, они публичные, их можно найти, ну, вот рейтинг фандрайзинговых благотворительных НКО. Дальше их можно отранжировать по рейтингу непосредственно от Траекса, можно отранжировать по сборам, которые они получают, если для кого-то это является там важным критерием. Ну, я, например, так и сделал, посмотрел там самые крупные фонды за 2022 год в России, выбрать понравившиеся направления, сейчас я скажу, какие бывают, и дальше зайти на сайт этого непосредственно конкретного фонда. Я несколько примеров приведу чуть позже, и посмотреть, как мы можем, любой из нас, помочь именно этому фонду. Там есть, ну ладно, не буду забегать вперед. То есть вот такая общая информация, и уже обладая даже этой информацией, сразу мне лично стало гораздо проще, потому что раньше была полная неразбериха, кому помогать, зачем помогать, как помогать, куда идти, где смотреть, какие рейтинги, откуда их брать. Может быть, этот фонд
не знаю, пустышка, да, или там признан какой-нибудь нежелательной организацией в России, собирает совсем не на те нужды. Но нет, есть рейтинги, заходим, смотрим и понимаем, Слушай, ну это что все здорово. очень Я думаю, что мы прозрачно. можем тогда ссылку на этот рейтинг как раз приложить, чтобы люди могли пользоваться. Да, Ты знаешь, я тут думаю, что надо что добавить. Вообще слово благотворительность. Мне кажется, что за последние годы человечество действительно здорово, что этим занимается. При этом так много, наверное, про это говорят. Ну вот как в предыдущем выпуске я говорил, что про традиционные ценности, наверное, говорят так много, что простому человеку уже кажется, что перебор. мгм, Вот, тем более, что простой человек и живет внутри традиционных ценностей обычно. да. И с благотворительностью как будто бы тоже чуть-чуть так давят немножко на человека, да, то есть, ну, простому человеку что там, семья, дети, работа, там, живи от зарплаты до зарплаты, кредиты погаси, и еще благотворительность, как обычно, Мгм. ну, как такое, как обязательство, да. Но вот, а если немножко остановиться и не воспринимать это как обязательство, и даже на само слово вообще посмотреть, благотворительность, то есть творить благо, Да. делать добро, иначе, да, по-русски можно сказать еще, э, то вот совсем другое тогда восприятие и слова, и самого процесса, и если через вот эту призму смотреть, то можно тогда и относиться к этому не как к обязательству, а как к тому, что у каждого из нас есть каждую минуту в этой жизни выбор, как ему поступить. И здорово, если у вас получается хотя бы иногда, а здорово, если не иногда, делать добрые дела и делать добрый выбор, да. Вот. Ты упомянул, что очень здорово, если вы делаете пожертвования системно, Мгм. и сумма здесь не столько важна, потому что каждый рубль — это здорово, если вы там хотя бы рубль жертвуете ежемесячно, а там если уж 100, так вообще здорово, то это уже большое подспорье для тех, кто дальше эти деньги аккумулирует и правильно применяет. А вот смотри, сразу добавлю, все сборы всех фандрайзинговых компаний за 22 год 43 миллиарда. У нас население 140 миллионов человек. Ну, я так просто возьму 100 рублей в месяц, 1000 рублей примерно в год. 140 миллионов умножаю на 1000, получаю 140 миллиардов. То есть это примерно равно всем сборам и всех фандрайзинговых, и всех корпоративных. Ну да, То есть это, это ну так, много да, прям. если грубо сказать, что все те, кто уже жертвует, продолжают жертвовать, а каждый по 100 рублей добавляет, то мы удваиваем эту цифру. Ну, я люблю цифрами, да, все мерить. Получается, что в 2 раза больше людей смогут получить помощь. Не знаю, Да, может быть, и нет столько нуждающихся, этого будет там достаточно, чтобы всем вообще помочь ну в России, по крайней в мере. России, да, и в рамках нашей страны. Но это же здорово. Я понимаю, что 100 рублей — это просто цифра, может быть, и рубль, и 10. И меня всегда это останавливало. Как раз один из поводов не делать это был примерно такой: ну, а как я помогу? Там своими 10 рублями, 100 А вот рублями. это, кстати, важный момент. Про Да, него типа сказано. не получится, там, это слишком мало, а много — это сколько там? 10 тысяч, ну, допустим, сейчас там нету, не могу себе позволить. И так это забывается, а эти 100 рублей там через год — это 1000, а через 10 лет 10, а за всю жизнь это сотни тысяч рублей, извините. Я сегодня буду приводить ссылки, цитаты из очень серьезных источников, значит, Насколько серьезно? максимально серьезных источников. Я вернусь в начало нашего диалога, да, что не хочется здесь выглядеть учителем, там, ментором, еще кем-то, но просто чтобы разобраться в теме вопроса, захотелось посмотреть, вот, а как люди относились к этому там тысячелетия назад. И для того, чтобы это сделать, отличный способ — это обратиться к священным писаниям. И в частности, то, про что ты говоришь, что там, когда останавливает сумма, а что я помогу Мгм. своими 2 рублями, Мгм. но есть Да. прекрасная притча про лепты вдовицы. Она рассказана в Евангелии от Луки, глава 21. Даже дам вот такую ссылку, кому интересно там посмотреть. Но в целом она довольно известная, я думаю, многие наши зрители ее и так знают. Иисус в храме встречает ну, разных людей, которые делают свои пожертвования, и там много богатых людей, которые делают серьезные и большие пожертвования. Они, естественно, испытывают в связи с этим гордость, что они ну, вот, вносят вклад в общественную жизнь. И стоит одна бедная женщина, вдова, у нее всего 2 лепты,
То есть там 2 монеты, как я понимаю, да, на Мгм. них мало что купишь, но она их отдает. И кто-то, видимо, бросает укоризненный взор, что, мол, так мало жертвуешь. А Иисус на это говорит: она больше вас всех пожертвовала, потому что она отдала все, что у Да. нее есть. Для вас 2 лепты ничего, а для нее Мгм. это там, возможно, питание на несколько дней. Поэтому не надо стесняться, как ты уже сказал, суммы. Любая сумма важна. Здорово, если у вас получается больше. В целом, там было так определено, что десятина это правильная вообще величина, которую Мгм. вот следует откладывать, и дальше там ее можно как бы держать в сторонке, и ну, как на черный день, да, там, не знаю, Да. когда кому-то нужна помощь, ты не достаешь из тех денег, который там на семью отложил, а ты вот у тебя есть запас, каждый месяц там десятину откладывал, и ты можешь помочь нуждающемуся, там, бездомному, еще кому-то, не знаю, там, какой-то пожар случился, и ты помог какой-то семье и так далее. Вот десятина, интересно, была определена очень давно. Я так понимаю, что, там, исходя из того, что я нашел еще, Моисей говорил, что одну десятину вот правильно как бы жертвовать, вообще сразу отдавать. Ну и на Руси всегда там десятина тоже это была Мгм. такая величина. Ну, сейчас, наверное, нет какой-то строгой величины, которой мы придерживаемся, и вот есть помимо этого притча там о 2 лептах. Мгм. Да, интересно. А, Давай продолжим. Я расскажу тогда немножко про то, будем разбавлять, да, друг друга. Я буду Да-да-да, чтобы возвращаться в структуру свою, где я транжировал разные фонды, посмотрел, какие бывают, по каким направлениям и так далее, а ты будешь немножко возвращать нас ну, чтобы в... всем категориям Да, да, слушателей было интересно, а то если будут одни цифры, не будет интересно тем, кто там любит пофилософствовать, а тем, кто любит пофилософствовать, ну, наоборот вообще. да, да. Так вот, какие вообще, в принципе, фонды бывают? Ну, здесь не трудно догадаться, но я выписал основные, которые существуют в России. Этот рейтинг просто подсмотрел у кого-то, не помню уже у кого. Первая категория, они не в порядке значимости, а просто в произвольном порядке. Первое — это паллиативная помощь, то есть помощь, направленная не на лечение, а на улучшение качества жизни М, пациентов. Самый, наверное, известный и крупный фонд из этой категории — это фонд «Вера». Он номер 3 по рейтингу RAEX. Там рейтинг составлен определенным способом: и цитируемость, и публичность, и отчетность, и количество собранных денежных средств. Я не знаю, там, насколько он достоверный, но давайте просто возьмем его как за основу. У каждого может быть свой рейтинг, там для кого-то может быть фонд Вера на 30-м месте, для кого-то на 3-м, это никакой роли не играет, я просто приведу его как пример. Второй фонд, тоже известный, это «Дом с маяком». Он в рейтинге RAEX под номером 5 фигурирует. Ну, вот так вот. Второй — это фонды, которые помогают пожилым людям. Самый известный, наверное, все слышали, «Старость в радость». Он да, номер слышал 7, про я не знаю, такой. нужно озвучивать эти цифры рейтинга или нет. Наверное, не буду. Просто это все известные и там топовые фонды, которые там либо в 10... Здесь из первой 10 есть все, я их назову сейчас, там, а некоторые там из 20-30 места дальше нету, то есть это все очень известные и крупные фонды. Третья категория — это фонды помощи животным. Там не так много было известных, и, конечно, они собирают уже не такие суммы, но один из самых больших — это фонд Рэй, называется Рэй. А, Мы приведем ссылку на этот рейтинг, и каждый может потом посмотреть и уже по названию фонда найти их в Яндексе, зайти на их сайт и посмотреть более подробно всю информацию. Четвертая категория — это фонды помощи инвалидам. Один из фондов — это «Подарок ангелу». Пятая категория — это фонды, помогающие детям-сиротам, например, «Арифметика добра» или «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Шестая категория — фонды, помогающие бездомным. Два фонда: «Ночлежка» и «Милосердие». Я не знаю, сейчас, по-моему, «Ночлежка». Там какие-то фонды призваны нежелательными организациями, да, мы сразу оговоримся. Может быть, какие-то могут попасть, какие-то, может быть, когда-то попадали. Но здесь мы говорим в ключе
помощи людям, и мне кажется, любая помощь, она там полезная и правильная, поэтому оговоримся, что, может быть, какие-то фонды признаны какими-то нежелательными в России или там, не знаю, ликвидированы или ушли, хотя здесь из крупнейших таких нету, но все-таки надо отметить, что разные бывают, так скажем, рейтинги и списки, и есть список фондов, например, есть некоммерческие организации, помогающие правозащитные организации, вот там вот из 2 или 3 основных Ну, там, все, конечно, там будут они все политические попали, истории, да, все они попали естественно. в нежелательные. Но это я так, Ну между да. Но что строк. касается социальных историй, мне кажется, это естественный процесс, вне зависимости от политических взглядов и того, как вы там, чего вы желаете России, да. Многие люди, тем не менее, могут так или иначе заниматься социальной помощью. Да, В общем, поэтому здесь все может быть перемешано. да. Есть очень большая категория фондов, которые помогают онкобольным и людям с тяжелыми заболеваниями. В списке этих фондов все известные. Номер один в рейтинге РАЭКС «Подари жизнь» фонд, ну, наверное, один из самых крупных. Да, он очень известный. РУС фонд тоже один из самых старых и крупных. «Дети-бабочки», фонд Константина Хабенского. Все эти фонды, они помогают в основном онкобольным детям, но не только детям, но и просто людям с тяжелыми заболеваниями, также не обязательно онкозаболеваниями. И есть проекты, которые помогают фондам. Это не те фонды, которые собирают денег для фондов, это скорее B2B бизнес, который на безвозмездной основе помогает фондам, самим фондам функционировать. Это могут быть юристы, бухгалтера, какие-нибудь айтишники, которые помогают поддерживать сайт и так далее, чтобы сам фонд. А, ну ты имеешь в виду, что они делают Да, услуги какие-то да, для да, фонда и не да. берут за это деньги? Чтобы фонд не тратил деньги, пожертвования на работу своего фонда, потому что, естественно, и одно из заблуждений, то, что все в фонде должны работать бесплатно, и все должно в фонде работать бесплатно. Ну, к сожалению, у нас так не работает. За сервер нужно заплатить, за домен нужно заплатить, не знаю, за подачу декларации нужно заплатить. И есть бизнес, который помогает фондам, эти услуги оказывает им бесплатно. Ну и вообще качественный сотрудник, который приходит в фонд, он должен тоже получать деньги, Так потому а что, как иначе он сам-то да, будет на что жить? Ну, то да, есть да, вот, человек, который работает в фонде, если он будет работать в фонде, то, соответственно, он там все свое время, ну или, по крайней мере, большую именно, часть времени да, будет тратить на это, а где ему тогда взять деньги, чтобы самому да, покушать? да, где ему взять мотивацию, силы для того, чтобы этим заниматься, поэтому, конечно, какая-то часть денег и пожертвования официально идет на работу этого фонда, на аренду помещения, на зарплату хорошим сотрудникам, чтобы эти хорошие сотрудники потом хорошо и с удовольствием, и с мотивацией работали на благо этого фонда. Но это нормально. Это разумно. Это одно из там заблуждений таких, что вот не буду жертвовать в некоммерческую организацию, лучше найду и пожертвую точечно, потому что часть этих денег моих пойдет на содержание некоммерческой организации, но там такие суммы пожертвований, что из них небольшая часть совершенно идет на организацию, но зато эти фонды, ну, как я для себя понял, гораздо эффективнее. Они точно знают, кому помогать, они гораздо эффективнее это делают это без издержек. И я смотрел несколько роликов на YouTube, когда приводили пример точечной помощи людям, которая потом оказывалась совсем не помощью, а там совсем другим, ну, то есть оборачивалась не тем, чем, не буду приводить примеры, они могут там, может быть, кого-то даже оттолкнуть от этой помощи, но, в общем, фонд точно знает, кому помогать, и как делать это эффективно. Я для себя такой вывод Ну, сделал. я думаю, здесь каждый сам, да, решает, как ему нравится, как ему удобнее и как хочется. Это бывает и также помимо системности, что, как мы уже обсудили, важно. Я думаю, что бывают вот такие порыв сердечные, да, когда ты, не Да, знаю, условно идешь даже просто по улице, увидел бабушку там и дал ей денежку, чтобы она пошла себе хлеб купила. Или ты знаешь какую-то семью, которая находится в нужде, и ей помог, да, или там приют какой-то рядом с тобой, там, не знаю, с животными, и ты знаешь, что у них нет корма. Вот, поэтому, а так, ну да, в общем, это ваш выбор. Есть, к счастью, есть фонды, которые занимаются этим системно, и там есть сотрудники, которые все определяют. Но если вы точно знаете, что вот конкретный человек, кому нужно, и вы знаете на что, и у вас есть желание, повеление сердца ему помочь, да почему нет, помогите, конечно. да, да, именно так, но вот
у меня было тоже какое-то предвзятое отношение к К фондам, но фондам. после Мгм. того, как я эту информацию посмотрел, про Недоверие фонд, улетучилось. недоверие ушло. Более того, мне кажется, что, ну, говорю, что для себя я подумал, что мне так проще, и И это точно эффективнее, будет да? эффективнее, потому что я пробовал с несистемной помощью, Мгм. и она всегда заканчивалась одним и тем же, что один раз ты это делаешь, а потом просто, там, не знаю, забываешь или в каких-то своих заботах погряз Мгм. и помогать переставал. Мгм. А в фондах это можно делать более системно, и это не требует вообще никакого времени и сил практически. Но видишь, здорово, что главное, чтобы было желание, да, это делать. Ну да. По поводу того, откуда это желание может взяться. Наверное, тогда в саму суть сначала скажу, что вот, изучая вопрос, опять-таки читая, там, притчи, читая, значит, отсылки про благотворительность, пожертвования, милостыню из Ветхого и Нового Завета, и даже немножко в Коране, ну, мне тоже было интересно там, как у других культур, да, это обстоит. Я, переработав через себя всю эту информацию, я понял, что, ну, для себя сделал выводы, что на самом деле благотворительность можно определить, помимо помощи другим людям, так же как упражнение для самого себя по работе над человеческими слабостями. Над какими? Ну, дело в том, что когда ты что-то от себя отдаешь, Мгм. первое, с чем можно столкнуться, это то, что тебе просто жалко это отдавать. Я Мгм. думаю, многие люди с этим Да. сталкиваются. И, соответственно, здесь, ну, что включается там, если говорить в рамках грехов человеческих, да, ну, алчность, очевидно. То есть тебе Да. хочется вот все себе, Мгм. ничего никому не отдам, я все это сам заработал, это все мое, почему я должен делиться и так далее. Соответственно, ты прорабатываешь алчность. Ты таким образом, особенно если делаешь это системно, то ты, ну, вот учишься отдавать, учишься делиться, Мгм. понимаешь, что делиться тоже здорово, что кому-то помогать и что-то отдавать от себя, это тоже приносит на самом деле удовольствие, Да. зная, что это пошло там на благое дело, и кому-то это было, ну, жизненно важной, может быть, даже помощью, да, там, не знаю, собаке сосиску дать, чтобы она поела, ну, она жить будет потом неделю. Мне кажется, хороший пример здесь с подарками. Есть люди, которые любят получать подарки, Есть те, но кто дарит. очень много людей, в процентах я имею в виду, Да, кто скажет на этот, отвечая на этот вопрос, что я люблю дарить подарки. Но если там, не знаю, 50 или 60% всех опрашиваемых людей скажут, что они больше получают удовольствие от того, что они дарят подарки, значит, они и от благотворительности еще больше должны получать удовольствие, потому что это не просто подарок, это, ну, какие-то вещи, которые спасают, помощь, которая спасает сто жизни. процентов, 100%. И вот, ну, вот, то есть первый вывод, соответственно, это по поводу работы вот, значит, с тем, что нужно учиться делиться. Здесь есть тоже притча, она из Нового Завета, из Евангелия от Луки, такая притча о неразумном или безумном богаче. В общем, она говорит о том, что, значит, мужчина в годах, у него там был прекрасный урожай, и он вот, ну, хвалил за это только себя, в общем, не хвалил за это там ни природу, ни Бога, что вот урожай Мгм. такой большой случился. Он говорил, да это я один тут работал, и все здорово. И он, когда этот урожай понял, что большой, что у него даже не хватает складов, куда все это, где все можно хранить, все равно не пришло ему в голову идея, что можно было бы как-то помочь кому-то, Мгм. поделиться с кем-то, еще что-то. Значит, он начал думать только о том, как строить новые склады для того, чтобы это все Мгм. правильно складировать, что вообще теперь у него есть время и возможность там ну, меньше работать, больше веселиться. Стал, в общем, думать об утехах и так далее. И глядя на все это, Бог, в общем, сказал, неразумный, заберут у тебя душу в эту ночь, и что тогда, кому достанется это все твое богатство? То есть зачем ты всем этим присытился, никому не помог, тебе, возможно, это все свыше было дано, да, а ты, М. ну, как бы жалко тебе стало отдавать, и что с этого хорошего? Никакого там, никакой помощи людям, никакого, в общем, духовного роста, очевидно, в этой притче богач над собой не сделал. И, наверное, похоже, есть цитата из Корана, сура 3, аят 92, она говорит о том, что вы не обретете благочестие, пока не будете расходовать из того, что любите. Вот очень важно, из того, что Мгм. любите. Я здесь для себя еще такой, ну, такой как бы
мини-вывод сделал, что жертвовать надо обязательно из того, что тебе дорого. То есть вот там в стиле собрать из квартиры весь хлам и отдать кому-то, это не пожертвование, это ты в нагрузку кому-то отдал этот Мгм. хлам. Да, Надо что-то полезное отдать, что-то, что человеку будет нужно, ему помощь реально принесет. да. Да, интересные у тебя сегодня притчи. А я хочу вернуться немножко в продолжении своего списка и рассказать несколько слов о основных фондах, в которых я вчера пытался разобраться. Первый в списке — это фонд «Подари жизнь». Ну, ты сказал, что тоже услышал. Я думаю, что у всех он на слуху. Объем поступлений за 2022 год в этот фонд больше 2 миллиардов рублей. Фонд основан в 2006 году, то есть фонду почти 20 лет. Задачи фонда — это помощь любому ребенку или взрослому до 25 лет с онкологическими или гематологическими заболеваниями. Мгм. Директор фонда Екатерина Шергова. Как можно помочь фонду? Самая важная часть и раздел сайта — можно помочь материально. На фонде очень удобная навигация в плане помощи. Можно сделать разовый платеж, можно сделать подписку, и будет получаться там ежемесячная какая-то помощь. Ну, ровно как Ну, у подписка. многих фондов, наверное, да, вот это работает Да, по да, подписке, да. и в онлайн-банках я видел, что тоже это работает. Именно так, да, очень просто настроить и там очень просто потом контролировать. То есть можно разово помочь, можно регулярно помогать ежемесячно, можно помогать адресно, то есть там есть список нуждающихся непосредственно сейчас в помощи, а можно направлять на уставную деятельность фонда, ну, то есть, по сути, в общий котел денежных средств, которые сам фонд уже потом в рамках задач своих будет распределять. Наверное, это более эффективно. Ну, какая разница? Обычно фонды, наверное, и сверхпомощь, которую они получили адресно, если больше не нужно и помогли, тоже распределяют там другим нуждающимся. По сути, это распределение внутри фонда, когда они сами решают, кому именно сейчас, сегодня нужны, а кому завтра нужна помощь. Я для себя так понял, что это более было бы для меня там понятный процесс. Если я фонду доверяю, то мне не нужно думать, там, кому... Потому что помочь хочется всем. Когда ты открываешь сайт и видишь, как много людей нуждаются в помощи и неотложной помощи прямо сейчас, то разрывается сердце и хочется помочь всем. И на этом как раз это и есть ловушка, что ты будешь думать, что вот там нужно Уйдешь в собрать, размышления да, 700 вместо того, чтобы тысяч, а действовать. собрано 100, это 600, это значит, что мои там 50 рублей, 100 рублей, неважно, 1000, они не помогут, и это капля в море. А вот еще кому-то тоже нужно много, и мы тоже, может быть, там не успеем или не сможем собрать такую сумму. И пока ты думаешь, уже и время уйдет, и лучше бы просто С миру было, по нитке голому рубаха. да, и лучше просто было бы эти там 100-200 рублей, как чашка кофе, да, многие любят такой пример приводить, что подписка там на что-то стоит, как чашка кофе в крупных городах. Если даже взять аудиторию крупных городов-миллионников, это в России несколько десятков миллионов человек, даже вот эта чашка кофе в месяц, одна всего чашка кофе в месяц может помочь много кому. Помимо материальной помощи в этом фонде можно стать волонтером, например, посещать М, детей в больнице, заниматься с детьми онлайн, общаться с детьми онлайн, Здорово. помогать своими навыками. То есть если кто-то считает, что он там хороший юрист, экономист, не знаю, историк, то он может как преподаватель выступить и детей учить своему предмету, и самому развиваясь, да, в этом смысле, и помогая другим освоить какую-то, может, Ну, это профессию. здорово, в общем, не деньгами помочь, а Да, делом, да. Ну, может, талантом. кто-то и так, Да. но там этот абсолютно понятный путь. Слушай, ты сейчас упомянул, я вспомнил, у меня есть приятель, который, кстати, ну вот испытывает такую потребность внутреннюю, да, что-то отдавать людям, и он как раз исповедует вот этот путь, то есть он работает там раз в неделю примерно в добровольческом пожарном отряде, то есть он реально, вот у него есть все сертификаты, там какие-то Мгм. правильные корочки, причем очень высокого уровня допуска уже там по сложности ситуации, и он реально вот с бригадой раз в неделю ездит на пожары, рассказывал там очень, ну, такие случаи, конечно, которые тоже за душу берут.
И помимо этого, этот же человек еще и участвует вот в помощи, когда бездомным там кормят их, еду Мгм. раздают. Он, соответственно, вот тот, кто стоит там на раздаче еды, ну, то есть таким образом своим трудом, получается, в обоих случаях, и в одном из них даже, наверное, ну, риском своей жизни помогает людям. Да, вот я могу признаться, что какое-то количество лет назад я пытался найти подобную возможность помогать, и, видимо, неправильные запросы у меня были, я имею в виду непосредственно запросы там, в Яндексе, и я не мог найти, там, ну, как себя реализовать в этом смысле. То есть это же, ну, обычный такой физический в каком-то смысле труд, там, или еду раскладывать, или, может быть, там что-то готовить. Мы по фильмам видим, по голливудским в основном, как это там происходит на Западе, А когда, русский, кстати, фильм недавно на эту тему тоже да, вышел, может как-то, быть, и у нас уже, но да. какая-то вот картинка у меня оттуда. И я не смог найти, и на этом, ну, собственно, остановился. А теперь я совершенно с другой стороны подошел к тому, что вчера на первой же странице первого фонда, на который я зашел, еще раз повторюсь, что это фонд «Подари жизнь», там можно стать волонтером и помогать своим физическим трудом. И я уверен, что не только в фонде «Подари жизнь», практически похожая картинка и в других фондах, но в этом точно. Можно стать донором крови, можно помогать по-другому. Там у них есть и на бытовые нужды они собирают, и подарки на Новый год, которые я упоминал. Тоже мы что-то подобное пытались сделать. Можно покупать игрушки тоже для детей. Ну, то есть как угодно можно помогать. Мне кажется, вот в этом списке, который я В сейчас общем, привел, получается, что как, современная как инфраструктура хочешь. добра, Да, назовем это так, да, да, она предполагает, ну, дает людям возможность помогать любым удобным способом. да, да, именно так. И это было для меня таким, ну, небольшим откровением. То есть на самом деле, ну, все достаточно просто, Это достаточно круто. зайти на сайт, да, фонда, все посмотреть и любую помощь, если человек хочет, оказать. Здесь уже, там, извини, да никаких оговорок быть не может. То есть вот все очень просто. Либо нажать кнопочку и 2 рубля отправить, или там регулярно отправлять, или 5, или 10, или 100, либо там стать волонтером, либо еще каким-то образом помочь любому из фондов. А фондов по категориям очень много, и детям, и животным, и у кого сердце к кому ближе, тот тем, мне кажется, и может помогать. Но не Здорово. обязательно. Нет такого, что должен или там вот, а я помогаю, а ты не помогаешь. Я несколько интервью посмотрел вчера, и профессионалы изнутри этой сферы всегда говорят, что не нужно. Часто люди попадают в такую ловушку, что когда сам начинаешь помогать, начинаешь относиться к другим там немножко высокомерно, да, это может быть тоже на проработку греха уже другого. Ты То есть просто предчувствуя вообще. да, ну сейчас Да. тогда продолжишь. То есть ты сам помогаешь, вроде бы там с алчностью поборолся, да, какие-то Да-да-да-да-да. важные там часть себя отдал людям и считаешь, что так должен делать или может делать или хочет делать каждый. К этому нужно прийти. Каждый, наверное, должен прийти по-своему. И абсолютно Да, это выбор конечно. каждого. Помогать, не помогать. Может, у человека там сейчас настолько тяжелая у самой ситуация, что он просто не может найти в себе силы помогать. Ну, тогда просто он должен сначала с ней справиться. Ведь у нас всегда в самолетах, в автобусах написано, что сначала одень защитную маску себе, а потом Себе, да. ребенку, потому что ты можешь одеть ребенку, Себе или не не успеть успеешь. одеть ребенку, да, потому что не одел себе. Вот так это работает. Поэтому сначала нужно помочь в первую очередь себе, наполниться энергией и дальше уже эту энергию направлять на других людей. Ну да. Слушай, ну вообще, мне кажется, это такое, наверное, житейское правило, которое тоже с годами приходит. Прежде чем кого-то в чем-то укорить, вы лучше спросите, может, ему помощь нужна ваша. Да, И да, кстати, любовью это тогда как-то исцелите. Может быть, действительно ему поможете, а дальше и вместе будете чем-то полезным заниматься. именно так. Ты просто в точку вообще предугадал по поводу моего следующего вывода, что естественным образом по человеческой природе, когда мы делаем что-то доброе, полезное, вот, ну, что-то, что однозначно социально да, поощряется как бы обществом, и, естественно, хочется с этим поделиться и, возможно, даже немножко похвастаться, Да, испытать затем гордость за то, какой я хороший, себя самого похвалить. И на эту тему, ну и самому выводы приходят, естественно, ну и на эту тему, как выяснилось, тоже много сказано уже в книгах и писаниях, которые были написаны много тысяч лет назад. Мой личный вывод, что, ну, наверное, напрашивается он такой, когда ты на эту тему думаешь, что
Если ты начнешь вот свои добрые дела всем подряд рассказывать, ну тогда зачем ты их делаешь? Ты для того, чтобы людям помочь или чтобы Мгм. потом просто знакомым похвастаться? Ну, такое себе, наверное, там на встрече с друзьями Да. постоянно рассказывать, что ты там куда-то помог, даже если ты пытаешься этим агитировать, ну, наверное, это надо как-то все к этому скромнее подходить. Да и правильно ты уже сказал, каждый человек в определенный момент времени к этому сам дозреет, если он идет там по светлому пути. Вот. В священных писаниях на эту тему есть разные сказания и притчи. Ну, есть известная, наверное, притча о золотом тельце. Она, наверное, ну и про тот, и про другой вывод. Там это из книги «Исход» Ветхого Завета. Значит, когда Моисей вывел людей из земли египетской, и дальше он пошел на гору Синай, где ему снова было озарение, и он в этот момент там, судя по всему, получил как раз-таки скрижали о 10 заповедях, но он отсутствовал в этот момент, народ пребывал без Моисея, ну то есть без своего лидера, можно сказать, Мгм. без тех, кто его народ этот учил дальше, ну вот там божественным сказаниям, и они, ну нашелся кто-то умелец, так скажем, подсказчик, кто подошел к старшему брату Моисея Аарону и сказал: слушай, ну Моисея нет, надо как-то людей это направлять, давай мы что-то придумаем, давай мы кого-то другого, может, явим. И Аарон на это, видимо, поддался. Они собрали, в общем, предложили людям сдать золото. Золото это все переработали, из него отлили Мгм. золотого тельца, сказ о золотом тельце. И народу предложили, значит, молиться на такую огромную там статую золотого тельца. То Мгм. есть этот телец теперь олицетворял идол или бога. Люди стали молиться не на Бога Всевышнего, а на золотого тельца, так еще и из материального созданного, да, из золота. Поэтому там говорят, что когда люди, которые там слишком алчные, например, что вы не тому Богу молитесь, вы думаете про деньги, Мгм. вы молитесь на золотого тельца, а не на Мгм. настоящего Бога. Вот. А, а вот про вывод, соответственно, что, ну, хвастовство, здесь можно сказать, здесь тоже разные там хорошие есть такие цитаты. Например, Иоанн Златоуст такую емкую фразу, ну, по крайней мере, в переводе на русский, вот как она существует, эта фраза, она очень емко, мне кажется, так звучит. А звучит она следующим образом: «Не вспоминая о своих добрых делах, чтобы помнил о них Бог». То есть не озвучивай их сам, не хвастайся и дай возможность Богу помнить о том, что ты сделал что-то полезное. Ам, И есть также в Евангелии от Матфея тоже вот, ну, на эту тему. Там есть такие слова, что смотрите, не выставляйте свою праведность на показ. Ам, То есть там есть те люди, которые выставляют это на показ, и вот говоря, видимо, о них, там следующая фраза: «Говорю вам истину, те, кто выставил на показ, уже получили свою награду». То есть вы не Мгм. получите за это никакую награду от Бога, если вы верите в Бога, потому что, ну, вы уже получили ее от общества, вы похвастались, получили вот это социальное одобрение, соответственно, ну, зачем вас еще второй раз награждать как-то? Мгм. Вы уже были награждены. Вот. А, Возвращаемся опять к алчности. Вот здесь тоже мне вспомнилась просто сразу цитата, там, ну, такое как бы послание, что кто молится золотому тельцу и кто вот куда как бы, ну, кто от сердца отрывает и не может оторвать, оставляет все-таки у себя в запасах, есть такой посыл, что где находится ваше богатство, там и будет ваше сердце. Мгм. Здесь можно вообще сразу многие аналогии там провести и с политической жизнью, да. Да. Первое, что приходит в голову. Да-да-да. Вспоминается там совещание Путина несколько лет назад, что пыль глотать будете. Да. Вот это тоже интересно оттуда. В общем, если это суммировать вот всю такую духовно-нравственную эту историю, то получается, что благотворительность, как мне кажется, это не только помощь другим людям, но это само собой, это вообще очевидно. Это еще и классная работа над самим собой. Ты прорабатываешь алчность, потому что ты что-то
дорогое тебе, что-то ты, да, своим трудом заработал, безусловно, ты прикладывал усилия, но в этом и ценность, что ты отдаешь что-то нужное. Ты работаешь, соответственно, над алчностью. И второе, что ты работаешь над своим хвастовством, то есть ты стремишься к скромности, ты уходишь от тщеславия, ты не рассказываешь налево и направо, какой ты классный парень, ты со всеми делишься, тут всем помогаешь. Ну, Мгм. как бы добрые дела можно делать и более скромно. Это правда. А я хочу рассказать про интересный фонд. Я вчера был удивлен, когда увидел его в верхней части рейтинга. Фонд называется «Банк еды Русь». Объем поступлений за 2022 год почти что 2 миллиарда, именно 1 миллиард 988 миллионов. Фонд основан в 2012 году, и задачи фонда — это перераспределение нереализованных бизнесом, но пригодных к употреблению продуктов питания и товаров первой необходимости среди нуждающихся людей. Интересно. Недавно как раз вообще в другом контексте думал над тем, куда могут уходить продукты там, или какие-то товары, у которых истек срок годности из торговых сетей. То есть есть какие-то очевидные ответы, когда эта сеть эти товары может использовать, да, естественно. Ну, а есть, наверное, категория товаров, которые там использовать либо нельзя, либо им они просто не нужны. И есть вот такая некоммерческая организация, руководитель этого фонда и президент Юлия Назарова, они, собственно, и занимаются перераспределением вот этих вот товаров. То есть, ну, в основном, конечно, продуктов, наверное, питания и товаров первой необходимости. Есть такой фонд. Ему можно также помочь деньгами единоразово, либо постоянно. Это практически у всех есть. Можно купить также необходимые продукты и передать их волонтеру. То есть, по сути, сделать то, что делает фонд в больших масштабах, но более точечно. Всегда есть продукты там, или товары, которые именно сейчас необходимы кому-то. Можно также распространять информацию о работе фонда. У них это как отдельная категория помощи выделена. То есть какая-то ссылка, которую ты можешь отправить, или рекламная страничка, или буклет, чтобы люди узнали, в основном, наверное, корпоративные клиенты, узнали о том, что они свои излишки могут жертвовать не в виде денег, там, прибыли или еще чего-то, а в виде непосредственно товара, который у них, ну, там, залежался, да, можно так сказать, но который очень нужен и необходим другим людям. Кому помогают они? Они помогают одиноким пенсионерам, многодетным семьям, людям, которые попали в чрезвычайные ситуации. Недавно, по-моему, у них был сбор на курян, М. приюты для животных, ну, то есть всем, кому могут требоваться, ну, в общем, кому требуется помощь, так можно сказать. Там же можно стать волонтером. Все очень интересный фонд. Не просто деньгами люди собирают и перераспределяют их, все, что может потребоваться, в том числе и продукты питания и товары первой необходимости. Ну, это здорово. Так что да, ты закончил, как бы подвел вывод определенный. Я тогда, у меня еще про несколько фондов есть информация, но я думаю, что она здесь будет излишней. Я тогда подведу свой вывод. Найти информацию сейчас о фондах достаточно легко. Можно посмотреть рейтинг и увидеть, какие фонды самые известные, самые крупные, самые востребованные. Можно посмотреть их отчетность, если кому-то интересно. Можно посмотреть людей, которые продвигают этот фонд. Ну, фонд Константина Хабенского, там, понятно, он является основным двигателем и лицом этого фонда. Можно выбрать направление, в котором хочется пожертвовать. Это могут быть там дети или животные, или пенсионеры, или любые нуждающиеся люди. Дальше можно посмотреть из списка этих фондов непосредственно, какой нам больше нравится, там Русфонд или «Подари жизнь», да, это фонды, которые занимают первые строчки в рейтинге. Зайти на сайт этого фонда, и там буквально на первой странице будет возможность помочь стать волонтером или направить сумму единоразово, или точечно, или постоянно. И все, вот она, помощь от начала и до конца. То есть, когда ты эту задачу пытаешься как-то издалека понять, вот, я про себя могу сказать. Она Кажется, что кажется сложно. какой-то там сложной, большой, что кого-то найти, это что-то нужно еще там время, и непонятно, там поможет или нет, или, может быть, я не знаю, там украдут деньги. Но это все на самом деле отговорки, и я про себя говорю, это были для меня отговорки.
сейчас, ну, буквально за минуту можно найти фонд, и можно сделать пожертвование в этот фонд или настроить так, чтобы эти пожертвования были регулярными. Поэтому мы всегда с тобой заканчиваем на какой-то позитивной ноте. Я уверен, у тебя есть концовка сегодняшнего выпуска, Но у но, тебя тоже уже получилось. сегодня, да, добавлю от себя, что я сделаю после того, как мы запишемся там в ближайшие дни. Это настрою какую-нибудь, может быть, сначала небольшую, чтобы попробовать войти в этот мир благотворительности, но целевую и точечную помощь одной из организаций, про которые мы сегодня обсудили. Ну вот, не знаю, позитивно это или нет, но для меня точно там, это будет какой-то маленький вклад в большое общее дело. Да, спасибо, Артур, и за суммирование, и за то, что снова, передал слово. У меня здесь осталась одна тоже цитата. Ты знаешь, при подготовке к выпуску очень помогли видео, которое я видел с отцом Андреем Ткачевым. Кого заинтересовала там вот та тема, которую я затрагивал, можете тоже посмотреть. Вот делюсь с вами, соответственно, информацией. То есть Андрей Ткачев, отец Андрей Ткачев погрузит вас вот в это направление еще лучше. И он сказал вот в одном из своих выступлений такую тоже позитивную фразу. Видимо, это такая мудрость православного народа, которая очень короткая, но звучит она следующим образом. «Отданное благословляет оставшееся». То есть в этом смысл как бы делиться, да, ты не зря поработал, не зря что-то нажил, ты потратишь это не только на себя и на какие-то увеселительные моменты, ты также поможешь кому-то другому. Поэтому отданное благословляет оставшееся. Что, у нас сегодня первый выпуск на тему такого какого-то социального явления, да, а не новостей. Надеюсь, что кому-то мы этим поможем. И еще раз скажем, что если вам нравится то, что мы делаем, те темы, которые мы затрагиваем, как мы их обозреваем, то для нас будет здорово, если вы подпишетесь на нас в любой социальной сети, которая вам больше нравится, которую вы сами привыкли использовать. Да, подписывайтесь также в Телеграм-канале, там можно общаться с нами и с другими нашими подписчиками. Всего хорошего и до встречи на следующей неделе.